Привет, друзья! Вы на канале «Откройте Питер», прогулки по Санкт-Петербургу. Меня зовут Роман. Мы сегодняшнюю прогулку начинаем недалеко от стадиона Петровский. Вот там видны мачты фонарей. Не случайно от стадиона Петровский начинаем прогулку, потому что пойдем на остров Петровский. По левую руку у нас река Ждановка. Именно она-то у нас, получается, что формирует этот остров. Получается, остров слева у нас Большая Нева, справа речка Ждановка. Мы идем по Ждановской набережной вдоль дороги. И сам остров у нас слева. Сейчас перейдем мост Красного Курсанта и окажемся на острове. Собственно, и стадион Петровский был именно поэтому назван так, по имени острова. Стадион Петровский с 1955 года, с 1955 по 2017 год был домашней ареной футбольного клуба «Зенит». Далее они переехали в свой новый стадион, выстроенный на месте Кировского стадиона, стадион имени Кирова. Ну а сегодня мы попытаемся узнать, что же было когда-то на острове Петровском, почему остров Петровский, ну и что сейчас там. Это будет интересно в первую очередь тем, кто даже из Петербурга и в эти районы редко захаживает. А посмотреть есть на что и удивиться, как остров за эти годы изменился. Здесь у нас сразу же, как мы переходим мост, встречает новый ЖК. Я сейчас забегаю вперед, мы их очень много встретим. А если совсем забегаю вперед, остров, конечно, застраивается очень сильно элитной недвижимостью и ЖКшками дорогими. В первую очередь это, конечно, обусловлено тем, что очень удобные выезды и подъезды и к центру города, и на ЗСД, по-моему, через мост Бетанкура можно выскочить. Очень много таких, сейчас как вот увидим, пирсов для яхт, бухточек. То есть вы, живя где-то здесь, можете очень себе приятно организовать парковку своего яхты или катера. Этажность здесь пока небольшая. Сколько? 4 этажа вот этих ЖКшек. Где-то 5 вижу. Вот можно жить у своей бухты. Ух ты, мы вышли из бухты. Так. В первые годы строительства Петербурга будущий Петровский остров, который тогда, кстати, назывался Столбовым, по одной из версий столбовой, потому что он вытянутой формы в виде столба такого. По второй легенде, на нем был установлен столб, который выполнял функцию маяка. Так вот, его присмотрел Петр I себе. Выбрал он его из-за близости к центру будущей столицы и кратчайшей траектории для выхода в море. Другие острова дельты Невы Петр I отдал
или точнее пожаловал своим сподвижникам. Крестовский отдал генерал-губернатору Петербурга Александру Даниловичу Меньшикову. Каменный остров отдал канцлеру Головину, а Елагин остров отдал вице-канцлеру Шафирову. На острове есть несколько, наверное, рукотворных, правильно сказать, прудов. Впоследствии также по указанию верховной власти острова были соединены мостами. О, кстати, здесь на пруду даже для... Не знаю, как правильно этот вид спорта называется, когда вы за лебедкой вас тянут, а вы на вейкборде скользите по воде. Значит, в петровское время на острове, на территории острова наполняло небольшое количество построек, в числе которых был дом царя, амбар, пара изб и несколько юрт. Позже на территории острова перенесли небольшой зимний дворик императора, павлинью ферму, дома для придворных, а также юрты, в которых проживали ненцы, пасущие оленей. Да, такая вот странная информация. Вроде бы не крайний север, а ненцев сюда якобы пригнали, и они тут в юртах жили и пасли оленей. Хотя тут в округе сильно много ягеля нету. Но, в общем, ладно. Оставим это на совести интернет-писателей. В этом пруду, кстати, купаются. Вот когда стояла июльская жара с августовской, здесь очень много людей было. Детвора прям купается и ни в чем себе, что называется, не отказывает. Так, сейчас куда пойдем? Вот дилемма: выйти на дорогу или вот здесь по тропинке. Давайте здесь по тропинке пройдем. Возможно, выйдем к одному из исторических мест острова. Надеюсь, выйдем. В целом тогда еще никто не планировал застраивать, вообще строить что-либо такое основательное на острове, потому что любая яма в земле практически сразу наполнялась водой. В середине 18 века на Петровском острове появились первые крупное строение. Это придворный воскобелильный завод. Он существовал 90 лет. Несколько раз его перестраивали, расширяли. Также здесь построили двухэтажный дворец, называемый Петровским. Построен был, по-моему, при Елизавете. Назван Петровским в честь Петра. А сгорел он в 1912 году, ибо был все-таки деревянный. Можно его на одной из картин разглядеть. О, тут еще... как раз здесь эти спортсмены стартуют. Можно даже понаблюдать. Прикольно. Петровский 12. По-моему, Петровский проспект 12. Ладно. Видите, там стройка идет.
конце уже 18 века на острове построили первый трактир, затем и солодовню, где варили пиво. Позже участок превратили в пристань с рестораном, а еще через 50 лет на территории трактира возвели пивоваренный завод «Бавария». Так, вот, надо слева мне пройти. Вот, о заводе, на бывшей территории которого сейчас строится жилье, напоминает лишь выдающийся памятник промышленной архитектуры начала 20 века. Это краснокирпичная солодовня. Вот, возможно, мы ее чуть далее пройдем, и я вам покажу. А здесь мне надо как-то метнуться вот вправо во дворик. Тут все кусты, заборы. Вот тут можно среди клумб пройти, но мы во двор не пройдем. Элитное жилье диктует свои правила. Все дворы закрыты. Ну что ж, тогда идем по дороге. Хотел я вам показать водонапорную башню. Такая тут остатки, еще они вроде она была остаться. Это кирпичная водонапорная башня, на стене которой находится надпись 1899, городок Сангали. Это прям вот во дворе этого дома, за ним. И эта водонапорная башня — это единственное, что осталось от городка из 17 вилл под сдачу и в аренду, построенных промышленником Францем Сангали для рабочих своего завода. В советское время башня потеряла свою первоначальную функцию и была перестроена, точнее так скажем, приспособлена под квартиры. Ну и в этом импровизированном лофте, возможно, до сих пор живут люди. Вот я как раз хотел попробовать зайти. Ну да ладно. Это у нас что, улица Ремесленная? Сейчас посмотрим, может быть, здесь вот я попробую обойти дом с другой стороны. Нет, здесь тоже забор. Видимо, из-за дома. Ну вот с моста Бетанкура, возможно, было бы возможно увидеть. Ну, нет так нет. Давайте гулять дальше. Здесь вот по этому переулку выйдем на Петровский проспект. Часть острова тогда еще решили отдать под строительство парка. Это в восточной части, это в самом конце практически. Так называемые для публичных гуляний и развлечений. Там появились пруды, купальни, буфеты и чайные. Тут в каких-то задворках мы оказались. Нам сейчас надо выйти как раз на Петровский проспект, как я сказал. Подождите.
Что я там? Я затупоил, затроил про водонапорную-то. Вот этот домик. Слушайте. Кирпичный. Вот она, елки-палки. Друзья, я прошу прощения. Это вот история про в 3 соснах заблудился. Вот он же, городок Сангали. Вот она, водонапорная башня. Там, да, правда, написано на 1899. Все нормально. Я без попутал. Все на месте, все доступно. Не зря тут поблуждал. Не так давно построили через Петровский остров мост Бетанкура, который соединяет Петроградскую сторону с Василеостровской. Еще один мост. Немножко тут разгрузили, ну и, как я сказал, это стало одной из артерий, через которую можно попадать на Петровский остров и транзит через него осуществлять. Но, собственно, тут на Бибике своей удобно стало заезжать. Ну а далее мы увидим, ради чего или кого. В начале 19 века на Петровском острове появляются первые частные предприятия, на которых напоминает множество сохранившихся старинных построек. Одна из них — это особняк Вильгельма Готта. Это вот за белым куполом. Сейчас мы его обойдем. Вы увидите. Видимо, та самая просека, которая была прорублена при Петре, это и есть Петровский проспект, который у нас сейчас по правую руку, машины стоят на светофоре. Еще здесь, уже сразу, пока мы идем, здесь справа за мостом Бетанкура наш петербургский Манхэттен. Там, если при правильном ракурсе как-то вот сделать фотографию, то будет очень похоже на эту фотографию из Манхэттена, с Нью-Йорка. Так, как раз вот здесь все куда-то что-то едут. Мы тут перебежим невзначай. Сейчас выйдем к особняку Готта. Гота-колгота. Ну или нет, давайте пока здесь зеленый перебежим. Я вам покажу петербургский Манхэттен.
вот этот мост, который над нами, Бетанкура. Надо чуть-чуть пройтись в сторону Петроградки. Давайте сейчас переключимся, я вам на нужном месте окажемся. Вот, буквально пару шагов и тот самый вид. Ну, вроде бы. Здесь даже если подняться в эту парадную, то с 3-го этажа буквально можно дотянуться до моста. Бетанкура. Ладно, мы возвращаемся на Петровский проспект. Я надеюсь, он там не будет ни за сильно высоким забором. Вот следующее здание после желтого по нашему пути следования. Это как раз должен будет быть особняк Вильгельма Готта. Это основатель канатной фабрики. Одноэтажное деревянное здание на высоком каменном подвале. В целом здесь уже когда промышленная революция случилась, техническая. Как раз производство, в том числе и канатная фабрика, причем здесь была не одна. Начали открываться. Ну да, вот за деревьями. Перебегать даже сейчас не буду. Там есть объявление аренда. То есть да, там даже видно, что нижний этаж вроде как каменный, а верхний деревянный, по крайней мере, деревом обшит. Очень много печных труб. Видимо, там в каждой комнате было свое печное отопление. Сейчас мы как раз будем проходить мимо бывшей солодовни, да, впоследствии пивного завода «Бавария». У нас уже остатки как раз здесь справа за этим бетонным забором. Ну а слева, вот посмотрите, все новые ЖКшки. Считается элитным, с закрытыми территориями. Там вот все, я смотрю, туи, кустики, дорожки, верандочки. Дорогу бы, конечно, сделали, но ладно. Вот, смотрите. Остатки пивоваренного завода «Бавария». Вот эти 3 щипца, деревья на крыше. Ну и то здание выходит прямо на набережную реки Ждановки. Там территория тех ЖК точно так же закрыта. Я, конечно, сейчас постараюсь попробовать пройти, но, по-моему, там тоже заборы, воротья, калитки, всякие карточки, пикалки, шмикалки. Все для людей. Ну, опять же, частная территория, наверное, каждый хочет свой этот покой сохранять. Но мы сильно и не напрашиваемся. В целом-то лобби-бар.
здание, это двухэтажное, это здание школы. В целом прикольно, что сделана, ну, по крайней мере, внешняя отделка выполнена вот в кирпиче. Это какой-то вот хоть небольшой, но отсылка. Ну, к историчности это, наверное, тяжело назвать. Но к промышленному прошлому 19 века острова отсылочка имеется. Так, если я сейчас как раз вот справа там увижу забор, то мы не пойдем. Но зато хорошо, смотрите, тут если жить, школа своя есть. Все, далеко детишек возить не надо. Другой вопрос, что сильно тут не разгуляешься. По идее, вот направо дорога, по которой можно в теории выйти к Большой Неве, но на карте там опять забор в конце дороги. И здесь вот забор. И мы здесь к Ждановке не выйдем. Остается у нас только один вариант. Идти дальше по проспекту, любоваться новыми ЖК, мечтать и воображать, что когда-нибудь мы все тут тоже поживем. Ну, ничего. Кстати, что-то я про Петровский-то там липанул по поводу стадиона, что с 55-го года по 2017 нет. С 1995 по 2017 это был домашний стадион для «Зенита». Так, а что у нас здесь уже справа? Пока непонятно, что. На карте там особнячок двухэтажный с большущим парком, но вот сами видите, какой забор непроглядный. Я уж прыгать не буду и заглядывать. Хотя никаких камер, ничего нету, ничего страшного. Вот там тоже между домами заглядываю, все в заборах. И все исключительно в заборах. А сейчас, кстати, смотрите, уже вот тут непроглядный забор закончился, и мы видим желтенькое здание справа. Это еще в 1900-902 годах на Петровском острове появилось убежище для престарелых сценических деятелей. Сегодня это дом ветеранов сцены. Так, если поподробнее, то разглядеть, не разглядеть. Ладно. Русское театральное общество под попечительством
примы Императорского Александринского театра Марии Савиной получила в бесплатное владение участок земли на берегу Ждановки, как раз вот для обустройства убежища для престарелых сценических деятелей. Дом был построен на деньги мужа актрисы, мецената Молчанова. Здесь живут пожилые представители культурной элиты, блокадники, участники Великой Отечественной войны. И вот здесь над входом, вроде виднеется, не знаю, как вам видно или нет, написано «Дом». Я не вижу. Дом ветеранов сцены. Так, здесь дальше у нас круговое движение. Развилочка небольшая. Направо дорога уходит на мост, и с той стороны у нас Крестовский остров. Мы туда не пойдем, по Крестовскому мы как-то гуляли. Пойдемте дальше. Здесь у нас Петровский проспект после круга переименовывается в Петровскую косу. Проходим мимо государственной фирмы «Алмаз». Это не моя придумка, это я читаю то, что там на желтом здании написано. Сейчас мы поближе подойдем. Если у кого-то какие-то вопросы или там подозрения, тот ли этот алмаз, я вам скажу да. Это тот самый алмаз. Бизнес-центры. Пока мы хоть и не дошли, но дабы заполнить некую паузу, расскажу о следующем объекте, который находится на Петровском острове, почти в самом его конце. В 1846 году по инициативе великих адмиралов российского флота, ой, что там за птицы такие чирикают прям. О, ничего себе, прямо там в башне какой-то этот птичий базар. Слышите? Прикольно. Так вот, по инициативе великих адмиралов российского флота Владимира Корнилова, Павла Нахимова, Ивана Кузнецштерна, Михаила Лазарева был создан первый в городе яхт-клуб. После революции клуб временно прекратил существование, но в 1930-х годах был снова создан на месте нефтеперерабатывающего завода «Ропса». То есть у нас еще в 19 веке в конце острова был свой маленький нефтеперерабатывающий заводик «Ропса». Ой. Как пишут, что к 25 году должно быть построено 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Точнее, наверное, половина из них это жилые квадратные метры, многоквартирные
комплексе будет занято 29% территории острова, 14% отдадут под общественно-деловые здания, и 20% острова останется под парком и рекреационными сооружениями. Так, как у нас здесь обстоят дела? Короче, смотрите, элитная недвижимость сосуществует с такими чудесными развалинами кирпичными советского периода. Абсолютно по традиции не организовано дорожное движение. И вот справа у нас начинается парк. В целом сквозь него, вот уже и по правую руку прямо можно выйти к воде, к причалам. Но я там смотрю, прям как-то очень сильно все дико и пока не обустроено. Вот. А впереди нас ждет яхт-клуб. Очень хочется посмотреть. Всегда я на него наблюдал уже с Крестовского острова, там от стадиона «Зенит». Всегда было интересно, но вот сегодня есть такая возможность дойти своими ногами. Благо тут сильно петлять не надо, просто идешь прямо и идешь себе. О, тут вот какой-то заброшенный особняк. Двухэтажный, видимо, тоже кирпичный. Ой, кирпичный отставить. Деревянный. Ну и вот такие ЖК с прекраснейшими внутридворовыми пространствами. Смотрите, к воде подходим, прям чувствуется холодок. Немножко так это повеяло. Какая набережная. Очень интересно, слушайте. Тоже ЖК классный, с террасами. Вот самый верхний этаж. Это не просто балкон, а цельная терраса, по которой ты можешь, наверное, утреннюю пробежку делать. Так. А смотрите, там с правой стороны какой-то дым. У нас что-то горит, как будто бы. Мы сейчас окажемся очевидцами фатальных событий. Так, смотрите, карта яхт-клуба и в целом острова. Маяк. Санкт-Петербургский речной яхт-клуб. Основан в 1860 году, гласит информационный билборд. Но, как я и сказал, был период времени, когда яхт-клуб был разогнан, и только в 30-м году его создали снова. Слушайте, там правда что-то горит такое страшное на «Зените». Давайте туда пойдем. Воу-воу-воу. Прям клубы страшного черного дыма. Или это не на «Зените»? Нет, не на «Зените», перед «Зенитом».
Там рестораны, по-моему, на Крестовском острове. Зенит Подолея будет, слава богу. А здесь или Сибур-арена, или какой-то ресторан. Хо-хоу, братцы. Сейчас давайте запилим даже, может быть, какой-то сторис сразу. Так, давайте переносимся сразу туда. Вот оно. Вот оно. Так, это и не Зенит-арена, и не Сибур. Это, как тут сейчас сказал местный сторож, где Медведев день рождения праздновал. Опа-опа. Сейчас даже давайте в прямом эфире, что называется, запишу. В Телеграм сообщение. Друзья, экстренное включение. Я на Петровском острове. Я на Петровском острове. За моей спиной Крестовский остров. И там пожар. Горит какой-то из ресторанов. Гуглите. Вот так пишется контент. С противоположной стороны на Крестовском острове открытая спортивная площадка с тренажерами. Неплохими, доложу я вам, тренажерами. Ну ладно. Слушайте, такой прикольный здесь яхты. Я уже не обращаю внимания на пожар. Смотрим на вот катамаран стоит к нам. Не знаю, насколько это большой и небольшой. Там две яхточки парусных. Ну и вот по левую руку у нас основное здание яхт-клуба. И открывается у нас шикарный вид на ЗСД и залив. ЗСД. Ресторан здесь «Зигзаг». С немецкого это что-то типа чик-чирик. Ну, чик-чирик в плане, что это не воробей, а ножницами. Ой, интересно, вот там вот, наверное, можно пройти по бетоночке вокруг, да, и оказаться на этом кружочке. Давайте сейчас попробую перенестись сюда. Хотя, чего, я думаю, вас лишать такой прекрасной возможности самим вместе со мной пройтись по этому волнорезу, наверное, который формирует бухту. Посмотрим налево, направо. Прямо сейчас у нас по курсу и по ходу движения слева у нас будет Васильевский остров. Там поблизости станция метро Приморская. Улица Наличная где-то здесь заканчивается. Ну и даже когда-то в советское время, в том числе, и эту часть острова тоже намыли. И продолжают намывать уже за ЗСД. Дым. Напоминаю, это горит, я там говорил, этот, возможно, ресторан, где Медведев якобы... Вранье. Походил, поузнавал, вранье. Никакого там ресторана. Это горит здание по адресу Южная 9. Незаконно построенный спортивный комплекс. Вот сейчас видно, как горит кровля. Звуки мигалок были слышны. Видимо, там пожарные все подъезжают. Ну а мы идем вот
по такой красоте, с закатным солнышком. Яхт-клуб на самом деле, докладываю, шикарный. Тут в плане того, что прямо не просто какие-то понты-понты, а это спортивный. Здесь от мала до велика занимаются именно яхтенным спортом. Они и под парусом учатся, и ходят, и на моторе. Прям такие мальчиши-коротыши, прям, не знаю, там лет по 5, а на моторе. Между этими буйками туда-сюда шныряют. Прям классно. Открыты выходы на пирсы. Любопытствующим можно погулять. И вот тут прямо змейкой ходят под парусом уже более старшие ребята, уже не в одиночку, а командой. Зигзаги наяривают. Так, пройдусь по парапетику. Надеюсь, не упаду. Хотя что, давайте я тут спрыгну. Опа. К воде поближе. О, тут за катером на доске, на волне идут. Ой, извините за завалившийся горизонт. Это я засмотрелся не туда. Такой вот просто тут берег, конечно. Поднимусь обратно вверх. Оп. Оп. Друзья, вот такой замечательный закатный Петровский остров. Такой замечательный вид на Крестовский остров открывается отсюда. Множество яхт. Классно, красиво. Понимаю, что в будущее остров продолжит застраиваться вот этой всей элитной недвижимостью. Многоквартирной, подчеркну. Ну, потому что, конечно, виды хороши. Выходы, давайте так вот еще с таким видом. Выходы на вид на воду, это тоже, наверное, дорогого стоит. Тем более, что мы находимся практически там в центре, там еще чуть-чуть. Там до Спортивной дойти недалеко, до Крестовского острова, в принципе, недалеко. Но те, кто тут живут, наверняка это все на машине передвигается. Друзья, я вот тут уже в конце, в финале. Дальше идти некуда, только в обратную сторону. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что подписаны. Если вы впервые на канале, подпишитесь. Впереди нас ждет очень много интересного. Интересных прогулок по Петербургу и его окрестностям. Ну и всего вам хорошего. Пока.